Родные и знакомые единодушно называли Наталью Львовну гениальной девушкой. И действительно, в 20 лет быть профессором астрономии при одном из лучших университетов – это изумительно даже для XVIII века, когда успехи женщин в науке и литературе совершенно затмили деятельность мужчин. Наталья Львовна побила рекорд. Она была самым молодым и самым выдающимся астрономом своего времени. Ее диссертация явилась настоящим откровением. Лекции ее собирали тысячи слушательниц. В прекрасно шитом смокинге и чудесно сидевшем на стройных ножках черном трико она гордо проходила по университетским коридорам, провожаемая восторженными взглядами и аплодисментами. Сколько робких мужских сердец попирала ее изящно обутая ножка, но Наталья Львовна оставалась всегда глубоко равнодушной к нежным и страстным взглядам, бросаемым на нее представителями окончательно порабощенного и униженного слабого пола. Мужчины, давно утратившие все свои права и преимущества. Нет, она не могла интересоваться такой мелочью. Но ведь у Натальи Львовны было сердце. Или, по крайней мере, то, что принято называть этим псевдонимом, и она иногда мечтала о любви. Такие минуты слабости прекрасный глаз Натальи Львовны жадно приникал к телескопу, и она долго смотрела туда, ввысь голубую, где гордо и таинственно сиял далекий недостижимый Марс. Да, у Натальи Львовны был роман, и героем этого романа являлся таинственный обитатель далекой планеты, тоже астроном, постоянно изучающий Землю у своего телескопа. Наталья Львовна и таинственный марсианин сперва подавали друг другу сигналы, а затем, когда установилось радиотелеграфное сообщение между Землей и Марсом, вступили в постоянную переписку. Правда, благодаря частым недоразумениям в атмосфере телеграммы приходили с большим опозданием. 3-4 года – вот срок, в который едва-едва можно было получить ответ на посланную телеграмму. Но наши влюбленные были терпеливы, они ждали и мечтали. Наталья Львовна расширила свои обычные занятия еще усиленным изучением теории воздушных экипажей. Она работала над изобретением такого экипажа, который мог бы доставить ее на Марс, когда переписка приведет к полному соглашению. И новые занятия ее шли успешно, чрезвычайно успешно. На последнюю телеграмму, посланную 4 года назад, она получила знаменательный ответ: «Умоляю о любви». Разумеется, ответ получился на марсианском языке, но Наталья Львовна знала его в совершенстве и легко расшифровала таинственную депешу. Как билось ее гордое сердце! Какие мечты волновали ее, когда она, такая спокойная и суровая, всходила на кафедру! Ей грезилось беспредельное воздушное пространство и встреча с ним, лучезарным, сильным, прекрасным. О, этот
междупланетный сон. О, это астрономическая греза! Она сбудется, сбудется во что бы то ни стало. И Наталья Львовна отдавала каждую свободную минуту, чтобы подать ему еще сигнал, чтобы встретиться с ним хотя бы взглядами, направленными одновременно с Марса на Землю и с Земли на Марс. А годы шли. Много раз универсальные брачные бюро извещали госпожу профессоршу о юношах лучших фамилий, с хорошим приданным, прекрасно воспитанных, скромных, образованных, талантливых, жаждущих вступить в брак с Натальей Львовной, отдать ей свою красоту и состояние. Но Наталья Львовна беспощадно отвергала все эти соблазнительные предложения. Городской крематорий открыл особое отделение для погребения посредством сожжения жертв прекрасной ученой женщины, недоступной, как те звезды, которые она так внимательно изучала. А годы шли. Телеграммы становились все безумней, все страстнее, жажда встречи кружила голову, и, наконец, после 15-й телеграммы с Марса, гласившей «Вылетаю навстречу, буду на половине расстояния от Марса до Земли в момент противостояния», Наталья Львовна решилась пуститься в путь. Юный, лучезарный марсианин несся на крыльях любви и аэроплана к далекой Земле, хотя с того времени, когда он отправил первую телеграмму своей возлюбленной землянке, прошло 30 лет по марсианскому счету и 60 по земному. Он был все еще свеж, как сам бог любви. Жители Марса вообще замечательно сохраняются. Они не знают ни убойного питания, ни алкоголя, ни театров, кинематографов и клубов. Словом, ничего, что старит и преждевременно убивает бедных землян. И так, распустив свои чудные электрические крылья, на каждом из которых был напечатан подробный адрес сработавшей их фабрики, закутавшись в голубую тогу и надвинув на голову прозрачный колпак, сжатым воздухом, марсианин несся в междупланетном пространстве к Земле. Он сделал уже большую часть пути, когда его зоркие глаза рассмотрели быстро приближающуюся точку. Это был земной стеклянный экипаж, немного громоздкий, немного смешной, но стоит ли обращать внимание на такие пустяки? Ведь в том экипаже она, дивная, прекрасная дочь далекой Земли. Ближе, ближе, взмахи крыльев сильней и сильней, полет марсианина с каждым мгновением стремительней. Наталья Львовна уже видит его, воплощение своих грез. Как он красив! О, теперь она не жалеет, что сберегла для него нетронутым свое подсохшее сердце, что была всегда так беспощадно целомудрена по отношению к ничтожным землянам. Он заметил ее, глядит, но что это? Почему вдруг погас его лучистый взор? Откуда этот панический ужас на его светлом лице? Отчего он так резко отворачивается? Отчего он несется назад все быстрее, быстрее?
Она подает свистки, пытается остановить его, но все напрасно. Марсианина уже нет, он исчез вдали. Наталья Львовна ломает руки, Наталья Львовна плачет, неблагодарный. 60 лет ждать, 60 лет быть верной, вылететь с земли 2 года тому назад, не обращая внимания на злейший ревматизм, кашель и насморк. 2 года неуклонно стремится ввысь. Не оценил такой любви, таких жертв. Скорее назад, на землю, дальше от этого красивого злодея. Скорее к себе домой, в уютный профессорский кабинет, к радиокамину, к нагретому электрошлафроку, к удобным старым туфлям, к хорошей сигаре. Довольно, довольно. А лучезарный марсианин, возвратившись на свою планету, немедленно собрал всех астрономов Марса на лекционном поле и прочел обширный доклад об ужасном внешнем виде землянок. Из этой лекции слетевшиеся ученые-астрономы Марса узнали, что землянки имеют сгорбленную спину, морщинистую темную кожу на лице, беззубый рот и белые волосы. И таковы лучшие из них, те, которые пользуются у землян наибольшим успехом. После бурных выражений ужаса и негодования собрание ученых-марсиан вынесло резолюцию прекратить навсегда всякие сношения с землей, ибо созерцание ее обитательниц грозит испортить эстетический вкус утонченных любителей красоты марсиан. И с тех пор марсиане перестали отвечать на сигналы Земли.